Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре вот такая вот педаль от компании Electro Harmonix Deluxe Big Muff Pi. Deluxe Big Muff разработан для по-настоящему больших любителей данного типа эффектов, потому что в отличие от обычных Big Muff'ов, которых, кстати, в данное время набралось уже довольно-таки много, Deluxe Big Muff можно настроить по звуку очень тонко и подобрать его под звучание довольно большого количества самых разных фузов, потому что в нем не просто обычные три ручки, расположенные по треугольнику, как в обычном классическом Big Muff'е. В нем много ручек. Например, здесь кроме обычного Sustain, Volume и тон, есть такие ручки, как, например, Mids, то есть здесь можно регулировать средние частоты, параметрически регулировать, можно даже настроить Q этих самых средних частот. Есть встроенный гейт, есть Attack. Это такой эффект, который условно вырезает звучание вашего медиатора, и его можно поднять по громкости. И кроме того, средние частоты еще и включаются отдельно вынесенной кнопкой. То есть это не один Big Muff, это, можно сказать, все Big Muff'ы в одном большом корпусе. Для начала разберемся с той частью настроек, которые на педали подписаны белым цветом. Это, соответственно, более-менее классические настройки для любого Big Muff'а. Что здесь есть? Здесь ручка Volume, которая, как и обычно, регулирует просто громкость, ее мы трогать не будем. Ручка тона, на самом деле, настройки ее довольно богатые. То есть, соответственно, вот то, как настроено сейчас, звучит приблизительно... Ну, вот так. Примерно такой немножко, такой русский Big Muff, довольно темный. Мне нравится именно такой больше всего, если уж кто-то меня спросит. Если мы поднимаем тон, звук становится более резким. Такой, немножко как бензопила. Если мы задерем его совсем, ничего приятного в этом нет, но зато вы услышали, да, что ручка тона работает по принципу эквализации непростому, а он условно не только поднимает высокие частоты, ручка тона, она еще и опускает все басы, соответственно, убираются низкие частоты. Соответственно, для этого есть ручка Bass Boost, мы можем не просто задрать высокие, еще и поднять низкие одновременно. Слышно, она работает довольно-таки ярко выраженно, назовем это так. Sustain, не путать с тем сустейном, который работает условно в компрессорах, это во всех Big Muff'ах так называется, соответственно, кроме длины ноты, так называется количество гейна. Если мы его задерем, гейна будет безумно много. Если мы его уменьшим, можно его уменьшать довольно... Кроме того, вы могли обратить внимание, что педаль довольно шумная. Если я оставлю громкость на гитаре включенной, она издает довольно настойчивый шум. На Deluxe Big Muff'е это решили встроенным гейтом, что, безусловно, довольно круто, потому что не нужна еще одна лишняя педаль. Это и так занимает уже достаточно много места. Соответственно, с гейтом становится еще веселее. Attack же, как я и сказал, регулирует громкость медиатора. Если я на полную поставлю ручку Attack, слышим, что тот самый медиатор, открою гейт, чтобы звук был полноценный, проходил полноценно. Если я уберу ручку Attack, становится меньше. Так, чуть-чуть больше. Попробуем послушать, поиграть. Такое чувство, что звук становится с ручкой Attack как будто бы чуть-чуть читаемее и как будто бы немножко проще становится артикулировать игру. Что на педалях таких как Big Muff довольно необходимая вещь, потому что
Маф он огромный, нечитаемый и звучит как просто стена, а так помогает прорезаться каждой ноте. Ну что ж, перейдем к регулировке средних частот. А теперь давайте разберемся с дополнительной регулировкой средних частот. Все средние частоты и, соответственно, все, что к ним относится, на педали обозначено красным. Это уровень, который мы добавляем или убираем средние частоты. Соответственно, выбор частот, то есть параметрика средних частот. Q, то есть насколько мы широко или узко добавляем или убираем средние частоты. И кроме того, есть вот такая дополнительная кнопка MIDS, с помощью которой вы на лету можете включать или выключать, соответственно, дополнительную эквализацию. Давайте послушаем, как она влияет на звук гитары. Ну, мы слышим, что оно что-то добавляет, что-то убирает. Давайте попробуем покрутить и посмотреть, что делает каждая ручка. Соответственно, level. У меня уже выбраны какие-то частоты. Попробуем поставить пошире Q, чтобы было более заметно. Ну, в общем, можно не утрированно сказать, что средние частоты довольно сильно, прямо скажем, очевидно сильно влияют на то, как звучит гитара. Давайте попробуем потрогать параметрику и посмотрим, что изменится. Мы слышим, что даже само простое движение этого самого параметра середины на эквалайзере добавляет какое-то интересное звучание, то есть как будто бы квакушка, что-то такое. Соответственно, вот к этой самой кнопке frequency мы можем подключить педаль экспрессии дополнительную и создавать этот эффект не рукой на педали, а ногой прямо во время игры, что тоже, несомненно, прикольно. Давайте попробуем теперь вырезать все эти средние частоты. То есть мы можем услышать, что мы этот биг-маф можем войсировать таким способом, каким нам хочется, каким нам нравится, или каким нам не нравится, если вы очень странный человек. Соответственно, мы можем получить из этого биг-мафа звучание абсолютно, ну, не абсолютно всех, но очень многих типов фузов, не только даже биг-мафов, потому что мы можем услышать, что можно добавить такую режущую, верхастую середину, как, например, у фузфейсов или, ну, у подобных педалей. Но уж, во всяком случае, биг-мафы мы все точно покрываем биг-мафом. Кроме того, что не менее важно, мы можем с помощью такой точной настройки середины подружить мафоиды, например, с усилителями фендерами, с которыми обычные биг-мафы, биг-маф Pi, например, он вообще не дружит. И звучит он так себе с ними. С учетом, что мы можем отрегулировать средние частоты, эта педаль подружится и с фендерами. Соответственно, я бы использовал настройку середины именно так. Ну и вообще тот факт, что мы можем эту середину еще и включать в любой момент, это добавляет еще интересный момент с тем, что мы можем, например, сделать соло-буст именно средними частотами на фузе, что, конечно, тоже, несомненно, прикольно. Естественно, стоит добавить, что MIDS работает только при включенном фузе. Он, соответственно, ручка байпас выключает весь фуз вместе и с регулировкой средних частот. Иначе было бы вообще интересно, да? Если бы можно было использовать только эквализацию из этой педали. Но уже даже и просто сама часть, что мы можем так влиять на фуз, это уже круто и интересно. По входам и выходам у педали все просто. Один моновход, один моновыход. Вход для TRS-провода педали экспрессии питается от стандартного 9-вольтового адаптера или от батарейки типа Крона. По-моему, классная педаль, которая подойдет для всех любителей биг-мафов. На этом я прощаюсь. До новых встреч!
И кроме того, педаль питается от стандартного боссовского 9-вольтового адаптера, босс типа, или от педали, от педали. Не говори про босс. Ну, называется босс type адаптер. Почему? Ну, потому что босс первый его ввели. Да, пошел.